для геймеров. Имя Хидео Кодзима, как имя Леонардо да Винчи для художников. Хидео Кодзима – игровой японский разработчик и геймдизайнер, а также признанный гений. Как вы знаете, он занимается тем, что создает настоящие шедевры игровой индустрии. Особенного внимания заслуживает его личная серия игр под названием Metal Gear Solid. Но если вы следите за новостями, то наверняка знаете, что у него возник невероятно большой конфликт с представителями компании Konami, которая занималась издательством его творений. В итоге это привело к тому, что создатель франшизы навсегда ушел из этой компании и основал свою собственную. Правда, он навсегда потерял права на выпуск новых частей Metal Gear Solid. Но несмотря на это, команда игродела японца не опустила руки. Они примкнули к всемирно известному бренду Sony и принялись за создание увлекательного проекта, который по своему размаху смог превзойти все ранее вышедшие творения. В отличие от прошлого работодателя, компания предоставила Кодзиме полную свободу действий, полагаясь на нестандартный ход мышления разработчика. Получив внушительное финансирование, Хидео принялся за работу над динамичным экшеном Death Stranding. Death Stranding – это самый ожидаемый проект в стиле экшен с элементами стрельбы и одна из новейших красивых игр современности. Об этом говорит практически все, начиная от геймплея, заканчивая невероятно привлекательной графикой, которая напоминает фильм. Ощущение интерактивного фильма не будет вас покидать на протяжении всей игры. Разумеется, графика – это лишь вершина той прекрасной горы, которая будет открываться каждому из нас по мере игры. Геймплейно игра получает твердую пятерку. Создатели игры сумели совместить жанр экшена и стелса так, как не получалось ни у кого до этого. Несомненно, все это делает игру очень качественной и невероятно выразительной. Игра в первое время будет эксклюзивом для приставок PlayStation от Sony, а затем станет доступна для игроков на персональных компьютерах. Не у дел остались только обладатели Xbox One. Таким образом, разработчик постарался охватить аудиторию из наиболее активных игроков. При этом вместе со знаменитым геймдизайнером на пару будет работать не менее известный актер телесериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус. Он заинтересовался проектом еще с самого его зарождения и таким образом получил в нем главную роль, потому что именно его лицо и голос были взяты для моделирования протагониста. При этом жанр разработчик выбрал совсем для себя необычный, хорош с элементами выживания, а судя по ролику, здесь еще и сюжет обещает быть довольно интересным и затягивающий своей атмосферой. Привычный нам мир в игре погиб, песчаные пляжи черны от нефти и пепла. Кроме мха на острых камнях не растет ничего живого, города лежат в руинах. Игрок будет управлять Сэмом Бриджесом, который должен спасти человечество от полного уничтожения после того, как таинственные взрывы вызвали серию сверхъестественных явлений и жуткие существа из потустороннего мира начали проникать на Землю. По воздуху ходят высокие тени, связанные нитью. Их нельзя почувствовать физически, но они оставляют следы рук на земле. Тени охотятся на все живое, разрозненные сообщества людей пытаются выжить посреди пустоши, вдобавок прямиком из другого мира. Привычный ход времени периодически нарушается мистическими дождями, таймфолами, которые искривляют время и пространство, а в нашу реальность проникают выброшенные неведомые существа. Под каплями дождя растения могут вырастать и засыхать за считанные мгновения, а человек стареет на глазах. Ну а сам Сэм играет роль постапокалиптического курьера и члена бригады по утилизации трупов. Задача главного героя Сэма Бриджеса восстановить связи между осколками человечества и не сгинуть в противостоянии с террористами Homo Demons или потусторонними тварями. По службе долга Сэм перевозит грузы через опасные пустоши. Герою предстоит преодолевать горы, используя все доступные инструменты, прятаться от монстров и превосходящих сил врагов. Игрок может передвигаться пешком или на различных транспортных средствах, управлять огромными роботами, участвовать в боях и так далее.
Проработка игрового мира просто поражает, так как теперь игроку позволяется взаимодействовать с большим количеством разнообразных предметов по всей локации. Не стоит расстраиваться по поводу того, что вы не сразу поймете концепцию повествования. Именно на это игра и рассчитана. Постепенно вы будете открывать ячейки истории, сопоставлять их с другими событиями и лично логически понимать, кто замешан в происходящем, а кто является жертвой. Учитывая, что в игре реализован открытый мир, вам будет дана возможность лично исследовать каждый уголок, общаться с каждым встречным и просто наслаждаться окружением. Но сразу предупрежу, что окружение имеет уклон в тьму, демонов и личные грехи, которые придется расследовать, стараясь от них избавиться или просто принимать их такими, какие они есть. Одна из ключевых идей игры заключается в том, что жизнь и смерть соединены между собой. Игра не решает за вас, как именно вы будете проходить ее, что делает возможным нелинейное прохождение. И помните, никто вас не задерживает и не имеет права вам указывать. В этой игре полная свобода принадлежит только вам. Вы сами будете решать, как именно достигать поставленной перед вами целей, а помогут вам в этом разбросанные объекты, которые можно использовать по-разному. В случае смерти главного героя действие игры не возвращает к точке сохранения, как во многих других играх. Вместо этого игровой персонаж попадает в своеобразное чистилище. Мир опрокинут вверх ногами и погруженный под воду. Игрок может обследовать это пространство с видом от первого лица, собирая различные предметы. Когда игровой персонаж возвращается из загробной жизни в мир живых, мир меняется с учетом его смерти. А пока что об игре известно только то, что можно увидеть в официальных трейлерах, хотя понять трейлеры еще сложнее, чем просто ждать игру. Дело в том, что трейлеры вышли загадочными, и игрокам пришлось гадать, стараться понимать и просто придумывать примерные сюжеты, над которыми, возможно, работает Хидео. Но не стоит ломать голову, так как разработчик уже дал интервью по поводу данного игрового проекта. Он заявил о том, что новая игра будет иметь направление экшен и что действие будет происходить в режиме от третьего лица. По его словам, новая вселенная будет довольно мрачной и загадочной, поэтому игрокам предстоит прикладывать массу усилий, чтобы понять саму суть. Здесь тоже не обошлось без любимого приема автора – искажения реальности, психологические попытки понять суть существования, погрузить участников в параллельный, завораживающий, пусть и немного пугающий мир. Основа для создания игры стали произведения популярного японского писателя Кобе Абе, а именно его произведение «Веревка». Также сообщается, что на основу концепции игры достаточно сильное влияние оказала книга братьев Стругацких «Волны гасит ветер», на сюжет фильм «Остров проклятых», на дизайн фильм «Хищник», а на дух игры фильм «Дюнкерк» и «Большой побег». К сожалению, это пока все, что известно об игре. Будем ждать выхода данного проекта, а я буду держать вас в курсе событий, ведь все интересно на канале Я Геймер.